Всем привет! Вы на канале Реалистик PES. Вы уже чувствуете, как в воздухе витает то самое весеннее настроение, присущее именно маю. Вместе с ним постепенно приближаются и слухи, и новости касаемо eFootball 2024. До мая уже успела проскочить пара-тройка слухов, которые мы все еще не обсудили в рамках наших роликов. Поэтому сегодня обсудим дату релиза eFootball 2024, ее рекламную кампанию и действующих лиц нового глобального обновления, а также пару слов о лицензии, которые, возможно, появятся в eFootball 2024. Устраивайтесь поудобнее, в комментариях я буду ждать ваше мнение. Ну а если вы здесь впервые, то подписывайтесь на канал с колокольчиком. Итак, начнем с самого интересного, а именно с даты релиза до обновления eFootball 2024. Если верить опять же Ренану Гальвани, который и запустил эту самую новость, то обновление состоится 24 августа 2023 года. Это как раз таки четверг, поэтому дата более чем оправданная, поскольку, как мы все с вами знаем, Konami любит четверги. Несмотря на то, что в предыдущем ролике касаемо eFootball 2024 я сомневался, что релиз до обновления состоится в августе, поскольку прошлогодний опыт был вызван изменениями в реальном футболе, то, судя по всему, Konami решили продолжить эту тенденцию и обновлять свою игру до нового футбольного сезона не в сентябре, а именно что в августе. Нам же лучше, раньше получим контент нового сезона, настолько, насколько это вообще возможно, учитывая Konami. Не исключено, что планы могут измениться, и сами Konami объявят новую дату. Сам же Гальвани сообщает, что Konami опять же могут ее изменить, исходя из планов Electronic Arts, поскольку мало ли что они выкинут и заставят Konami изменить собственные планы, возможно выпустив еще раньше или наоборот намного позже. Немножко также упомянем ситуацию касаемо Барселоны, поскольку еще в апреле ходили активные слухи, что Барселона может покинуть стан eFootball и присоединиться к Electronic Arts. Отдельно мы обсуждали эту тему вот в этом ролике, подсказка выглянула в правом верхнем углу, но по итогу вроде как появились новости, что соглашение будет продлено, и несмотря на как таковое соглашение с канадцами, Konami просто в последний момент предложили намного больше, и каталонцы вроде как согласились, но факт остается фактом, больше шансов на то, что Барселона останется в качестве партнера eFootball 2024. С этими же новостями связаны и новости касаемо Неймара и Лионеля Месси, которые остаются главными действующими лицами eFootball 2024. Это означает, что они будут фигурировать во всех рекламных кампаниях, связанных с этой игрой. И вы просто представьте, если тот же Лионель Месси вернется в Барселону, сколько рекламного контента можно будет придумать. Что же касаемо иных партнерских соглашений в eFootball, то опять же со слов Ренана Гальвани, Konami собираются объявить о них в июне. К сожалению, даже примерные названия клубов нам неизвестно, но в последнее время также появились слухи касаемо ПСЖ. Не то чтобы он прям собирается в eFootball, но ходят слушки, что ПСЖ и Electronic Arts собираются прекратить свое сотрудничество по тем или иным причинам, и почему бы им не присоединиться к японцам. Вопрос, конечно же, риторический, но и шансов не сказать, что много, поэтому просто следим за развитием событий. Также Гальвани упомянул о некоторых механиках, которые появятся-вернут в eFootball 2024, и исходя из его слов, первая игровая механика — это близкий контакт между двумя игроками, когда игроки могли цепляться за футболку, когда бежали позади соперника. Эта механика прямиком из 20-й части игры. А вторая же представляет из себя чуть более улучшенный контроль вашим партнером по команде. То есть самое, что ни на есть ручное управление вторым игроком, которое в лишний раз позволит вам забегать и в целом разыгрывать какие-то комбинации. И если первая функция скорее просто влияет на разнообразие игровых моментов, то вот уже вторая на самом деле звучит очень даже неплохо, потому что, нередко возникает такое, когда хочется отыграть какую-то комбинацию с тем или иным футболистом, а он банально не бежит вперед. И если у вас будет возможность его контролировать, конкретно направлять на чужие ворота, это будет просто замечательно. Как мы обсуждали еще в предыдущем ролике, с eFootball 2024 ожидаются некоторые офлайн и онлайн режимы, в частности мы упоминали кооп и карьеру, но судя из последних новостей, кооп может появиться даже раньше, чем до релиза eFootball 2024. А вот что касаемо Мастер-лиги, то все больше и больше новостей подтверждают, что режим находится в активной разработке и имеет все больше и больше шансов появиться после релиза eFootball 2024.
На этом же все новости, которые так или иначе относятся к eFootball 2024, подходят к своему завершению. Как и всегда, в комментариях под этим роликом я буду рад узнать ваше мнение касаемо всего услышанного, что вы думаете на весь этот счет, что ожидаете от будущих лицензий, режимов и в целом возвращении новых-старых игровых механик. Также не забывайте поддерживать этот ролик своими лайками, это не менее важно для продвижения ролика и канала соответственно, и обязательно подписывайтесь, если находитесь здесь впервые. Всем спасибо за просмотр и вашу активность, всем удачи и до скорых встреч!